политическим спорам и порицанием оппонентов. При этом Трамп и другие кандидаты в президенты от республиканской партии пообещали отменить экономическую политику Байдена в случае своего избрания. Сейчас к нам присоединяется Евгений Гуревич, финансовый консультант. Здравствуйте, Евгений, я приветствую вас в нашем эфире. А в чем экономическое реформаторство Байдена, о котором вот многие говорят, и можно ли вообще сравнивать байденомику с рейганомикой? Какие основные принципы вообще байденомики? Они в чем? Добрый день, рад вас видеть. Основные принципы байденомики не являются революционными, я считаю, или реформаторскими. Они включают в себя такие достаточно простые вещи, с моей точки зрения, как инвестиции в инфраструктуру, инвестиции в образование и здравоохранение, ну и так называемую зеленую энергетику. Ну, ничто из этого не является какой-то вот прямо там сверхновой идеей, которую можно тем более сравнивать с рейганомикой, потому что рейганомика была основана на снижении налогов и дерегуляции экономики, что, в принципе, абсолютно противоречит основным тезисам так называемой байденомики. Более того, рейганомика была основана на отвержении классической кейнсианской экономики, которая подчеркивает роль государственного вмешательства в стабилизацию экономики. А байденомика как раз, наоборот, основана на классической кейнсианской экономике, поэтому сравнивать их не приходится. Ну, давайте теперь от байденомики к магономике перейдем. Вообще, имеет ли право на существование, так сказать, такое вот понятие, как сбор всех, так сказать, принципов экономических Трампа и республиканской партии? И чем главное отличие магономики от байденомики? Ну, майгономика на самом деле это некий термин, который основан просто на тех экономических и политических принципах, которые поддерживает лично Дональд Трамп. Не уверен, что она связана вообще с какой-то там классической экономической доктриной. Она включала в себя снижение налогов, дерегуляцию экономики, ну и ограничение международной торговли с целью защиты американских производителей, возможно, потребителей. И, в принципе, то есть мне, опять же, кажется, что магономика — это тут основное слово и корень этой концепции — это мага, да, make America great again, не слово экономика. Да. То есть от экономики тут мало что остается. Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, то, в принципе, в байденомике смысла больше, чем в магономике. Я бы сказал, что это очень... На самом деле это очень сильно зависит от индивидуальных предпочтений, дохода и обстоятельств каждого человека. Ну тут я больше имею в виду для страны в целом и для экономики американской. Чей курс, так сказать, более полезен? Это курс Байдена или курс республиканцев и Трампа? Я хотел бы вот здесь вспомнить имя одного президента, о котором мы не говорим сейчас, а мне казалось бы, стоило бы о нем вспомнить. Это президент Клинтон, который очень эффективно работал со своими оппонентами из республиканской партии. Это был последний президент, который сбалансировал бюджет. И мне кажется, что хватит уже говорить байденомика, магономика, рейганомика. Давайте найдем какой-то общий консенсус, потому что здравые идеи есть и у той, и у другой партии. И давайте все-таки настаивать на то, чтобы эти две партии опять вспомнили, что мы можем работать вместе и вырабатывать совместную политику, потому что ни та, ни другая партия не имеет монополию на здравый смысл и на здравые идеи. И уровень токсичности, который существует в политическом и экономическом дискурсе на сегодняшний день, меня поражает, и, честно говоря, меня очень
патриота задевает. Давайте как бы работать вместе и находить консенсус, находить компромиссы, а не спорить о том, кто прав, кто не прав. Но вы знаете, мне кажется, вот тут я понимаю, конечно, клинтоновские времена, они не дают покоя никому, в общем, да, в плане экономики и вообще, как процветала тогда страна. Но тут, конечно, все равно есть один нюанс. Клинтону тогда очень помог технологический бум, время доткамов и вот это вот все. То есть ему не приходилось вытаскивать экономику, так сказать, знаете, с заднего хода, как сейчас это приходится делать там тому же Байдену. И, в общем-то, в свое время Трамп тоже столкнулся не с лучшей ситуацией. Поэтому тут, конечно, я понимаю ваше воодушевление по поводу Клинтона, его разделяю, конечно же, в золотые были времена, но, тем не менее, все-таки отличия, наверное, существуют. Или вы не согласны? Отличия существуют, но давайте вспомним, сейчас тоже очень интересное время. Развивается технологии искусственного интеллекта, технологии генетического инжиниринга и биологии тоже, генетики тоже проходит бум. То есть всегда можно найти ужасные, страшные моменты, и это то, к сожалению, на чем концентрируются наши политики, инфляция, безработица. Господа, мы живем в беспрецедентное время с точки зрения возможностей и развития, и в том числе технологического и экономического. И опять же, очень продается всегда плохие новости, вы это знаете. Всегда лучше испугать людей и сказать им, как все плохо и как все ужасно. На самом деле не все так плохо, не все так ужасно. Мы живем в лучшие времена, наверное, за всю историю человечества, если я уйду немножко там поднимем немножко, фокус и камеру. И давайте все-таки концентрироваться на том, как использовать те обалденные преимущества, которые у нас существуют, и как использовать их для того, чтобы, честно говоря, и нам, и всей стране становиться, жить благополучнее. И это возможно, этот диалог возможен. Мы для этого выбираем конгрессменов, сенаторов, чтобы они представляли наши интересы, а не для того, чтобы они продвигали собственную какую-то политику и... Что ж, Евгений, вы меня убедили, и, честно говоря, я прям преисполнилась вашим оптимизмом. Спасибо большое. В пятницу это как нельзя помогает жить дальше. Евгений Гуревич был с нами, финансовый консультант. Спасибо, что нашли для нас время и присоединились к нашему эфиру.